Недавно по сети поползли слухи о том, что издатель Astrum Entertainment с большой долей вероятности может заняться своей непосредственной профессиональной деятельностью с одной весьма некогда перспективной на бумаге MMORPG, о которой, правда, уже давненько ничего не слышно. Речь, разумеется, идет про MMORPG Bellatorus от корейской студии New. У нас уже выходило пару роликов по этой, как я уже сказал, весьма перспективной на бумаге MMORPG, но, думаю, по случаю освежить память будет не лишним. Тем более, что случай очень даже вселяющий определенные надежды, я бы сказал. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать нас как контент-мейкеров. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролики с Гоха Медиа дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. На самом деле никакой проблемы в том, чтобы пополнить Steam в наших широтах, нет. Существует куча сервисов, которые предлагают это сделать. Проблема всех этих сервисов довольно, скажем прямо, конской комиссии. Поэтому наши игроки, можно сказать, находятся в постоянном поиске сервиса с гарантированно самой низкой комиссией. И сегодня я вам про один такой расскажу. GameKey-бот — это, как несложно догадаться, бот в Telegram, через который вы моментально пополните свой Steam с минимальной комиссией. Пополнение проходит в долларах и конвертируется в любую валюту аккаунта, соответственно, можно пополнить аккаунты любых регионов. Причем пополняется, разумеется, с любой российской карты ИСБП. Бот работает 24/7, пополнение производится моментально, условия лучше, чем у любых конкурентов. Вполне серьезно, я проверил разные сервисы, скриншоты вы видите перед собой, и GameKey-бот, на мой взгляд, пока вне конкуренции. Также в официальном канале GameKey почти каждую неделю проводятся розыгрыши на пополнение Steam аккаунта, розыгрыши игр, консолей Steam Deck и многого другого. Короче, как по мне, GameKey-бот на текущем этапе вполне выгодный, удобный и быстрый способ пополнить свой Steam. С этой функцией он точно справляется. Ссылки на каналы самого бота ищите в описании и закрепленном комментарии. Итак, MMORPG Bellatorus. Что нам вообще про нее известно? На самом деле достаточно много. Как я уже неоднократно подчеркнул, на бумаге эта игра выглядит действительно впечатляюще. Особенно для нас, любителей PvP направленных MMORPG. Но давайте обо всем по порядку, потому что эта история с Bellatorus началась далеко не вчера. Корейская студия New была основана в 2016 году бывшим представителем Blizzard в Корее и тайваньского филиала NCSoft Ким Чон Хваном. Собственно, с тех самых пор команда и трудится над MMORPG для ПК под, понятное дело, названием Bellatorus. Изначально вообще планировали выпустить ее на 4-м Unreal в 2021 году. Причем в том числе и на глобальном рынке. Правда, на тот момент из иллюстративных материалов у игры был один только старый арт. Забегая вперед, к слову, немногое изменилось с тех пор. Ну и как все мы прекрасно знаем, ни в каком 2021 году она не вышла. Даже локально. Причем нужно отметить, что это не какой-то инди-проект, который клепают на коленке. Игра еще в свою бытность кодовым названием Project N1 получила весьма солидные инвестиции в размере 9,8 миллиардов вон, после чего привлекла еще больше инвестиций, добив их в общей сложности до почти 30 миллиардов вон, что равнялось на тот момент плюс-минус 27 миллионам долларов. Помимо этого, компания New каким-то чудом умудрилась получить денежный грант от Epic Games, который нацелен на финансирование разработчиков. А это, на секундочку, еще 100 миллионов долларов. Конечно, не все эти деньги пошли корейцам, я озвучил общую сумму гранта, но какой-то свой кусок пирога Bellatorus определенно получила. По-моему, кстати, им там еще чего-то перепадало. Фигурировала информация о привлечении инвестиций еще на 30 миллиардов вон в 2022 году. В общем, очень даже недурственно для MMORPG, очень недурственно. Но при этом никаких особенных подробностей о проекте, не говоря уже о трейлерах, хотя бы не геймплейных, на тот момент не наблюдалось. Понятное дело, так долго продолжаться не могло, и в 2023 году разработчики таки поделились некоторой конкретикой. Как оказалось, к запуску игра готовится лишь во второй половине 2024 года, что, кстати, отлично сочетается с нашим инфоповодом в виде оживления компании Astrum Entertainment, вы не находите? Появились и некоторые другие подробности. Так стало известно, что базовый геймплей Bellatorus будет включать в себя охоту, собирательство, крафт и экономическую систему, основанную на этих действиях, а также конфликты, войны и политическую деятельность между фракциями. Чтобы добиться реалистичной графики, особое внимание было уделено деталям средневекового окружения
оснащения и костюмов. При этом Беллаторес будет включать в себя также элементы фэнтези, вроде драконов, магии, мифических рас и прочего. Обещают, что игровой мир будет динамически меняться в зависимости от действия игрока. К примеру, многократная охота на определенного монстра в определенной области приведет к уменьшению его популяции, в то время как популяция других монстров может увеличиться из-за сбоя в пищевых цепочках. ПВП в открытом мире будет, но нападать разрешат только на игроков вражеских фракций. Проигравший в ПВП получит небольшой штраф, а победивший — очки репутации, которые можно будет потратить на награду. Помимо этого, команда также стремится реализовать осадные сражения, сложные подземелья и полевые рейды в открытом мире. Более того, игровая среда и ситуации всегда будут стремиться допускать возможность ПВП, что, конечно, не может не радовать. Классов как таковых в игре не будет. Вместо этого игроки будут совершенствоваться в различных ролях — воин, маг и же с ними, многократно используя соответствующие навыки. Система жилья может быть, а может и не быть. Этот момент еще под вопросом. А вот маунты точно будут, но сражения на них тоже пока под вопросом. Не слишком приятная новость заключается в том, что боевая система в Беллаторес вроде как планируется таргетной. Однако разработчики уверяют, что сражения потребуют быстрой реакции и принятия стратегических решений, поскольку они включает в себя внимательное наблюдение за действиями персонажей, а также использование снаряжения и навыков. Как бы окей, но камон, опять таргет. Их что, покусали разработчики Tron and Liberty? Управление ориентировано на клавиатуру и мышь, поскольку проект разрабатывается для ПК. Однако разработчики рассмотрят возможность добавления поддержки геймпадов и, забегая вперед, возможность добавления консольной версии они тоже рассмотрят. Помимо прочего, чуть погодя, они все же выкатили трейлер. И чтобы вы понимали, это пока единственная хоть какая-то демонстрация игры. Ну и да, в ролике нам, конечно, навалили графония, но на самом деле даже на тот момент какого-то вау-эффекта лично у меня этот ролик не вызвал. Что тут сказать, достаточно типичная демонстрация 5-го Unreal. Сейчас, я вот недавно его пересматривал на стриме, и вовсе выглядит как-то, странненько что ли. Устаревший, вот. Нам показали несколько локаций, каких-то там персонажей в вакууме, и на этом все. В описании сообщили следующее, цитирую. «Приветствуем всех поклонников MMORPG по всему миру. Беллаторес рад принять вас в нашем мире. Это удивительная природная среда, полная красоты и фантазии, где сосуществуют различные существа. Здесь, в этом огромном бесшовном мире, мы желаем вам и вашему дому удивительных приключений. В Беллаторес мы надеемся, что вы переживете яркие приключения, как будто вы действительно живете в средневековом мире». И, к слову, подробностей об этом мире, Этерии, опять же, на бумаге хоть и добавляй. Тут вам и лорная составляющая, которая мне традиционно не интересна, и куча домов, которые, как я понимаю, будут выступать в игре в качестве фракций. Кое-чего навалили про боевую систему. Так, например, стало известно, что сражения не будут ограничиваться экипировкой. Мол, в бою вы можете быть экипированы хоть себе пластинчатым доспехом и мечом, но при этом сможете использовать магию для борьбы с врагами. У персонажей нет уровней, поэтому игроки вольны свободно развивать различные способности и применять их. Игроки могут свободно использовать различные тактики в соответствии со своими целями и игровыми стилями. Особый упор в игре будет сделан на крупномасштабные РВР-сражения, а также на не менее масштабные групповые сражения с гигантскими боссами, угрожающими миру Этерии. Традиционно обещают честную систему монетизации. В интервью одному корейскому порталу разработчики заявили, что игра прежде всего ориентируется на игроков Северной Америки и Европы, которые сильно сопротивляются модели Pay to Win. По словам представителей студии Neo, их цель заключается в том, чтобы предоставить пользователям разнообразный и отличный игровой опыт. Да, как говорится, свежо предание. Но эти, по крайней мере, понимают, что западному игроку тулить Pay to Win особо не получится. Главная проблема здесь, на мой взгляд, заключается в том, что у корейских разработчиков какой-то свой особый взгляд на то, что является или не является Pay to Win, и вряд ли этот взгляд совпадает со взглядом западных игроков. Ну и переходим, что называется, в наши дни, непосредственно. Относительно недавно появилась информация о том, что наш местный издатель, компания Astrum Entertainment, с великой долей вероятности может выпустить этот самый ваш Беллаторес во вполне себе наших широтах. На такое развитие событий указывает то, что в начале сентября компания зарегистрировала 3 домена по игре: Беллаторес.су, PlayBellatores.ru и Беллаторес.рф.
Мы были бы не мы, если бы не воспользовались служебным положением и не спросили у наших друзей из Astrum Entertainment, что они там такого планируют с Беллаторес. Разумеется, никакой конкретики нам не сообщили, но мило поулыбались в чатике, из чего, как мне кажется, можно сделать определенный вывод. Это все явно не на пустом месте. Ну а говорить вам о том, что появление новой масштабной MMORPG, да еще и не просто MMORPG, а MMORPG с серьезным заделом на PvP, и не где-нибудь на горизонте, а еще и непосредственно, что называется, у наших ворот, это не просто повод для радости, это прям охренеть, дайте две, я не буду. А хотя я уже сказал. Короче, я прям очень сильно возбудился от этой Беллаторы. А вернее, даже от самого факта, что она может появиться в наших широтах, причем достаточно скоро. Да, вспоминаем о том, что разработчики что-то там говорили про вторую половину 2024 года. Игре, разумеется, было бы не лишним обзавестись хоть каким-нибудь новым трейлером, желательно геймплейным, ибо делать вот такие видео на основании только одного ролика хронометражом меньше минуты — это такое себе удовольствие. Ну и вообще, что-то как-то бабок вроде в нее до хрена ввалили, а куда не видно. Непорядок. Но думается мне, в обозримом будущем все это дело поправят. Если, конечно, намерения как разработчиков, так и издателя серьезны. Ну а мы, как всегда, продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.